Здравствуйте, дорогие друзья! В прошлом видео я обещала вам показать две вот эти орхидейки Леодора и Сеншен, как они поживают после покупки. Из-за стресса они обе сбросили цветочки, засушили их. У Сеншен совсем цветонос был желтый, я его обрезала. А у Леодора, так как у нее револьверный тип цветения, она просто сбросила цветочки. И я жду, когда она будет дальше доращивать свои цветоносики. Сейчас я покажу вам, как поживают их корешочки. Это орхидейка Сеншен. У нее все хорошо, отличные зеленые корни. Даже есть растущий корешочек. Сейчас я вам ее поверчу. Вот, у нее все хорошо с корнями, так что с ней я ничего делать не буду. Заметьте, она во влагоемком грунте и с корнями все хорошо. Они подольше просыхают, чем в грунте из коры. Я поливаю по мере просушки корней. Когда они становятся серебристыми, я подливаю водички. Немножко. Еще я опрыскиваю мох сверху. А еще у орхидейки Сеншен при покупке не было листочка. Это уже он у меня растит новенький листик. Такой весь в крапушку. А у орхидейки Леодора новый листик пока не растет. Цветонос, который я заметила, мне кажется, он вообще не растет. Может, только если кончик немножко подрос. А корешочки у нее при покупке были не очень. Немножко есть хороших корней. Вот. И также есть плохие корни. Я эту орхидейку аккуратно поливала по краю горшка и ничего с ней пока не делала. Обложила ее мхом. Но сейчас я мох уберу и хочу сделать кое-какую обработочку. Для обработки я буду использовать препарат Максим. Именно вот в такой оранжевой упаковке. И здесь дозировка 2 мл. Это как раз то, что мне нужно. Бывает 4 мл, но я обычно использую 2. Сейчас я покажу, как я буду разводить этот препарат для обработки корней. После покупки орхидеи прошел примерно месяц. Я не трогала орхидею, потому что у нее и так был стресс. Она адаптировалась к новым условиям. А сейчас я буду обрабатывать орхидейку, так как у нее есть много гнилых корней. Для обработки Максимом мне понадобится литр воды, открываем Максим. Там такая упаковочка. Разрезаем. И добавляем в нашу воду. Набираю водичку в эту пипеточку. Хорошенько прополаскиваем, чтобы полностью достать весь препарат.
Я полностью освободила эту пипеточку от препарата. Теперь нужно хорошенько перемешать. Мох я предварительно вытащила из горшочка, а то он окрасится в красный цвет. Его я обратно верну, когда орхидейка просохнет от препарата. Ну что, кладем горшочек в Максим с водичкой. Так орхидейка должна постоять минут 30. Обычно я обрабатываю орхидейку, не вытаскивая ее из горшочка. Прям так. Некоторые вытаскивают из грунта орхидейку, но я этого не делаю, чтобы она не испытала лишний стресс. После такого использования Максима корни дальше не гниют, и начинается новый рост корней у орхидеи. Это я вам уже говорю на собственном опыте. Уже не один раз такое было, что я покупала орхидейку, она от стресса, бывает такое, сбрасывает полностью корни, она их гноит. И вот мне приходится использовать препарат Максим. После таких обработок корни просто замечательно растут. Новые, молоденькие. Как вы видите, горшочек не полностью погружен в препарат. Так что я сейчас еще разведу Максим и долью его в эту емкость, чтобы все корешочки были в препарате. Корешочки после такой обработки покроются защитной пленкой и не будут дальше гнить. В отдельной емкости я налила теплой водички и добавила Максимчика. Сейчас я долью сюда. Горшочек полностью погружен в препарат. Засекаем примерно. Я обычно полчаса выдерживаю. Пройдет полчаса, сольем препарат, и орхидейка будет просыхать. Прошло 25 минут. Я слила Максим, положила на дно баночки салфетки, чтобы лишняя влага впиталась в салфеточки из грунта. И оставляю орхидейку отдыхать, просушиваться. Поливать орхидейку я буду не скоро. Нужно, чтобы она просохла. Ну все, мои хорошие, буду с вами прощаться. До скорых встреч. Пока-пока.